Здравствуйте, я Юля Сайфан, художница. Продолжаю показывать вам процессы этих маленьких этюдов, которые слева лежат. Сегодня третье видео из этих 4. Слева лежит скетчбук, это пейзаж левый внизу. То, что касается цвета, находится в другом видео, которое вышло раньше. Ссылка на него под этим видео. Там же ссылка и на фотореференс. Все, что вы делаете со мной, безусловно, полезно, но необходимо самостоятельно изучить фотореференс, посмотреть, как бы вы без меня решили данную задачу. Потому что по одному фотореференсу, одному натюрморту, одному пейзажу или же портрету можно написать бесчисленное количество вариантов в разных техниках, разными приемами, в разной цветовой гамме. Итак, что у меня происходит на экране? Я выявляю самые светлые части сверху среднего тона, который я взяла заранее. Проявляются уже ступени на данном этапе. И, наконец, самые темные пятна на переднем плане. Мы как будто стоим внутри пещеры какого-то грота и видим вход в глубине неба. Теперь как это все распределить по цвету, близко к тому, что я написала. Беру по тону самое темное, это зеленое. Простая вывернутая композиция. Внутри у нас все действие, там, где свет внутри неба. Мы наблюдаем его через темноту, находясь внутри. Когда я пишу гуашь, я часто использую технику сухой кисти, использую влагу, которая в гуаше, не добавляя воды. Сейчас удобный случай вам кое-что показать. Посмотрите справа прямоугольник пустой, еще ничем не записанный. Он смотрится гораздо темнее, чем тот кусочек, который внутри светлый, в работе, которую я сейчас пишу. Это работа контраста. Рядом с темным все, что светлое, для нас будет светлее, чем это светлое отдельно. Плоскости лестницы, которые вертикально, не повернуты к солнцу. Кусты в глубине, по логике они должны быть светлее, чем обрамление, чем то, что у нас на переднем плане. С этим я еще позже разберусь. Пока что я вижу, что левый кусок и кусты в глубине сливаются. Позже исправлю. Пробую разнообразить слева и справа силуэт растений. Умброй жженой зеленым уплотняю весь передний план. Этой же смесью умбры с зеленым уплотняю верх. Силуэтом листьев еще буду работать. Оранжевые кусты внутри довольно-таки светлые, они мне подходят по тону. Позже я сделаю еще светлее, чтобы разделить второй план и первый. Чуть трогаю оранжевым на переднем плане, чтобы объединить верх и низ. Когда я пишу дома, у меня всегда под рукой фен. Чтобы слои не цеплялись один за другой, они должны быть сухими. Далее я работаю с деталями. Не очень люблю освещать этот момент процесса, потому что, вы знаете, нарисуйте листик здесь, поставьте точку здесь. Мои видео больше об общих вещах, о таких как композиция, цвет. Мне кажется, что детали очень многое говорят о характере художника,
Есть очень причесанные работы, такие кропотливые. Я так не умею, это не в моем характере. Я считаю, что в погоне за красивыми деталями можно упустить главное, важное, цельное, то, что есть в работе. Основные идеи, которые были изначально задуманы. У меня тоже бывает, что в процессе, оказывается, куда-то не туда иду, но если делать предварительные эскизы, уже будет не отказаться от задуманной идеи. Я довольно-таки долго снимаю похожие видео, они просто как близнецы-братья, один другой повторяют. Все стараюсь придумать что-то в этом новое, для себя интересное. Пока что использую видео, которые сняла больше года назад, файлы, которые лежали. Пишите комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки. До встречи на моем канале.